Кто это тут такой пухлый и веселый? А в чьих это складках можно хранить все свои документы и сбережения? Встречайте мопса, довольно древнюю породу собак. И начнем мы с истории. Первые упоминания о собаках, похожих на мопсов, датируются еще 200 годом до нашей эры. Мопс был выведен в Древнем Китае. Но тогда наш пухлый кумир выглядел совсем не как сейчас. У него были длинные ноги, мускулистое тело, и их использовали для охоты. Да-да, для охоты на крупную дичь. Но что-то пошло не так. Селекция вышла из-под контроля, и безумные собаководы решили создать миниатюрных собак, которые служили бы элементом роскоши для древней китайской знати. И уже тогда к ним относились по-особенному. Императоры выделяли своим мопсикам отдельные апартаменты и назначали охрану. Разбаловали китайцы, а прислуживая теперь этим морщинистым мордахам весь мир. Уже в средние века мопс приобрел свой современный вид, хотя складки на лбу еще не были столь яркие. Но складки китайцам очень нравились. Знаете почему? Потому что они напоминали им какие-то классные иероглифы. В 15 веке селекция была обращена на создание еще больших морщин на морде лица и дальнейшее уменьшение тела. В 16 веке мопсы добрались до Европы на турецких кораблях. Они быстро очаровали местную знать, и мода на породу начала охватывать весь мир. 200 лет песики были на пике популярности, и это во время заканчивающегося средневековья, когда иметь комнатную собачку мог себе позволить далеко не каждый. К 1860 году ажиотаж на морщинистые моськи немного поугас, но тут английской королеве Виктории срочно захотелось себе мопсика, и все началось по новой. Кстати, пока в королевском дворце не появились корги, в покоях единолично царствовали именно мопсы. Сегодня содержать такого бобика сможет практически каждый, но вот ужиться в одном доме с такой моськой смогут не все. Во-первых, из-за характера. Собачки на протяжении тысячелетий жили исключительно в богатых покоях и относились к ним соответственно. Мопсы привыкли к особому статусу своей персоны. Тут вам и лень, и хитрость, и бесконечное упрямство. Песики стараются делать так, как им выгоднее. Без достаточной дрессировки дед в собачьей шкуре легко и быстро сядет вам на шею. Ну и покушать они любят, хотя кто же из нас не без греха. Зато правильно воспитанный барбос – это очень преданная, ласковая и послушная собака. Замечательный компаньон для неспешных прогулок и хороший друг для спокойного ребенка. Во-вторых, это особенности организма. Шутки шутками, но когда маленькое создание по 30 сантиметров холки и каких-то 8 килограммов веса начнет храпеть, станет уже не смешно. К тому же из-за брахицефалии, короткой мордочки, порода плохо переносит жару и повышенную влажность. Мороз псу тоже не по душе. Виной тому короткая шерсть. Мопс не сможет, да и не захочет гулять с вами целый день по лесу и выполнять суперсложные трюки. Ведь это не царское дело. По характеру мопс это очень добрая и спокойная собака. Она сильно привязывается к своему хозяину и сразу выходит из себя, когда владелец уделяет много внимания кому-то, кроме нее. Да, мопс не особо активный. Ему бы полежать да покушать. Вам такой зверь подойдет, если вы тоже любите полежать и покушать. На первый взгляд кажется, что у мопса немного шерсти, однако линяет он сильно. У собаки достаточно быстро обновляется волосяной покров, поэтому если вы аллергик, то жизнь с этим песиком вам покажется адом. Мопсы это отнюдь не глупые животные, они легко поддаются дрессировке, однако их умеренная лень может сильно помешать процессу. Строение тела мопса, конечно, прикольное, но совсем неестественное для дикой природы. Из-за этого они склонны к некоторым проблемам со здоровьем. Если вы не готовы к ежедневной заботе, то милаху лучше не заводить. Складки на морде все время преют, прямо как у младенцев. Их надо обрабатывать специальным раствором достаточно часто, в зависимости от сезона. Также из-за необычного строения мордочки у мопсов повышен риск развития глазных заболеваний. К слову, все эти проблемы нивелируются, если вы заботливый хозяин. Спрос на мопсов большой, потому не все заводчики добросовестно относятся к подбору пар и разведению. Выбирая щенка, есть риск нарваться на питомца с полным букетом болячек. Как итог, пожизненная прописка у ветврача. Поэтому перед покупкой своего будущего друга правильным будет спросить тесты здоровья родителей и уточнить наличие документов. В общем, понять все прелести проживания с пожилым человеком поможет мопс, ваш персональный дед. Храпит, ворчит, просит внимания, требует
требует включить телевизор и подать пульт, а то самому вставать лень. Собственно, в этом и смысл мопса, чтобы хозяину было чем заняться, и жизнь ему сказкой не казалась. А какая порода собак нравится именно вам? Напишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами, кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забываем ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!